Привет, всем Соколовский, как и обещал, я сегодня отвечу на ваши вопросы о своем пребывании в СИЗО и на домашнем аресте. Кстати, Игорь Шереметов спрашивает у меня, какой там был режим дня и во сколько ложились спать, во сколько вставали, когда ужин, завтрак и так далее. Вообще там довольно статичное расписание, и вы обязаны вставать и ложиться в определенное время. Там подъем в 6 утра и отбой ровно в 22:00. И в том случае, если вы не спите в положенное время, то тогда вам может грозить выговор, а если вы не спите постоянно, то вас даже могут отправить в карцер. Но, естественно, никто особо всем этим правилам не следовал. На самом деле, там есть так называемая дорога, когда приходится не спать всю ночь, чтобы обеспечивать связь с другими людьми. Об этом можно было бы рассказать подробнее, но особо распространяться я не буду, чтобы не портить жизнь тем людям, которые прямо сейчас находятся в СИЗО. Там всегда горит общий свет, потом дико яркий, от которого можно чуть ли не ослепнуть. А ночью свет тоже не выключается, просто вырубают ночник, который тоже довольно яркий, и спать практически невозможно. Поэтому все, кто находится в СИЗО, они в основном ходят с огромными кругами под глазами, как будто бы это заповедник панд, а не заключенных. И, в принципе, схожесть есть, там они тоже не размножаются. Кроме того, естественно, в том случае, если вас застали спящим, у вас могут взять матрас, выбросить в коридор, на продол так называемый, и вы останетесь без матраса. И весь день вам придется провести либо стоя, либо сидя за так называемым общаком. Вообще, стоит отметить, что там внутри камеры, да и вообще в целом СИЗО, есть очень много самых разных терминов. И сейчас мы некоторые с вами изучим. К примеру, продол — это коридор, в котором, собственно говоря, и находятся все камеры. Продольный — это, собственно говоря, человек, который ходит по всему этому коридору и вас контролирует. Робот — это вход в вашу камеру, то есть та дверь железная, массивная, через которую никак не выбраться. Хотя недавно один человек пробрался, кстати, через Кормяк. К слову, Кормяк — это место, через которое вам подают еду, такая небольшая дырка, и попробовал сбежать из тюрьмы. Было забавно. Кроме того, там есть так называемый удав, батарея, труба, которая проходит вообще через весь коридор и связывает почти все камеры. Люди с помощью нее перестукиваются друг с другом и даже разговаривают, потому что она неплохо переносит звуки. Еще там есть скала. Скала — это небольшое возвышение, на котором находится раковина. В общем, я думаю, вы уже поняли систему, там для вообще всего абсолютно есть какой-то свой термин. Рамзес Кубович спрашивает, какие преступники со мной сидели. В основном там сейчас в СИЗО, например, номер 1 здесь в Екатеринбурге, где я нахожусь, сидели наркоманы, как и, впрочем, везде по тюрьмам России, потому что 80% людей, которые туда попадают, это просто люди, которых взяли на закладки. Они ехали взять несколько граммов марихуаны или там какого-нибудь амфетамина, либо прочего дерьма, и после этого их всех замели. И самое страшное из всего этого то, что там в основном 20-летние парни, которые буквально учатся в ВУЗе или только окончили школу, их всего лишь взяли за вот эту вот какую-то привычку дурную, которую они приобрели, но грозит им при этом зачастую лет 10, потому что такова уж наша практика Уголовного кодекса. Как-то так выходит, что неважно, вас замели с 20 граммами марихуаны или с килограммом, так или иначе вы вполне себе можете сесть на 10 лет. Был один забавный случай, когда я на домашнем аресте уже ждал в здании суда, пока меня заберет инспектор, потому что мне запрещено было самому уезжать обратно на домашний арест, и я случайно заснул в зале заседания. Когда я проснулся наконец-то, я понял, что вокруг происходит какой-то бубнёж, от которого, собственно говоря, я и открыл глаза. И я понял, что я заснул, а тут вокруг меня началось судебное заседание. Я открываю глаза, какому-то мужику 40-летнему зачитывают приговор, и зачитывают, что, мол, так и так, он служил в горячей точке, где-то там в Чечне, что у него 4 детей, и что у него нашли 2,5 грамма мефедрона, всего лишь вещества, там, наркотического, которое вызывает эйфорию. Казалось бы, такое мизерное, но тем не менее, несмотря на все заслуги, несмотря на количество вещества, которое у него было при себе, несмотря на деятельность там раскаяние и все в этом духе, ему все равно дали 4 года. Кроме того, со мной еще сидел один мошенник, там вообще в целом были довольно интересные экономические преступники. Ну а в боксиках можно столкнуться уже с кем угодно. Там были в том числе и убийцы, и воры. В общем говоря, весь ассортимент преступности в России. Интереснее всего было пообщаться, пожалуй, с экономическими преступниками. Например, один из них, Дима Деленцов, это человек, который владел раньше целой сетью ресторанов здесь, в Екатеринбурге. Его обвинили в мошенничестве и депортировали из Европы в Россию. Там довольно много экономических и политических преступников. Они там формируются в свои небольшие клубы по интересам, общаются. И я уже было влился в эту небольшую местную СИЗОшную тусовку, как мне уже пора было выходить. Возможно, к сожалению, возможно, к счастью, скорее уж второе. Многие спрашивают, кстати, а угрожали ли мне в СИЗО. И такое действительно было. Но надо заметить, что лицом к лицу с подобными угрозами я ни разу не столкнулся. Да, бывало такое, что мои сокамерники приезжали с судов или еще откуда-то и говорили о том, что кто-то там хочет меня избить. Но в основном отношение было совершенно другое. Люди либо посмеивались над этой историей, либо наоборот говорили о том, что какое же у нас глупое государство, что за такую ерунду могут посадить. Но однажды в какой-то из вечеров, когда я только-только заехал в СИЗО, пришел один из продольных и повел меня темными коридорами куда-то.
жутковато. Там ты, если спрашиваешь, куда тебя ведут, тебе не отвечают. А еще это место очень мрачное, строение, еще современной Екатерины II, и в итоге довольно жуткая атмосфера, когда ты вот перебираешься по этим сырым коридорам и переборкам. И в итоге привели меня в какой-то странный кабинетик. Захожу я туда, сажусь, а передо мной сидит женщина. Ну, в галактике, и начинает меня почему-то спрашивать: знаете ли вы, кто я такая? Я, естественно, начинаю предполагать, что, ну, может быть, врач, там, доктор какой-нибудь. И знаете, нет, она мне не говорит, что да, так и есть. Она начинает меня 5 минут терроризировать вопросом типа того: так кто я все-таки такая? Давайте вы угадайте. Я уже начинаю типа, спрашивать, может быть, завхоз какой-нибудь, типа, какого черта? Ну и, в общем, она представляет, конечно, что она психиатр. Оказывается, я попал к психиатру. И в этот момент она начала сначала спрашивать меня, кто я по жизни. Я сказал, что, ну, знаете, по местным понятиям мужик. Она сказала: а мужика я здесь не вижу. После этого она начала мне рассказывать о том, что ты понимаешь, что ты оскорбил всех православных, миллионы людей в России, меня в том числе ты оскорбил. Вы знаете, что у нас тут вообще-то все в СИЗО православные. Понимаете, что вас ждет? И тут я услышал много всего про то, что она за то, чтобы мораторий, знаете ли, смертной казни отменили, и что очень надеется на то, что меня ждет именно такая судьба. Наконец, к чему она все это привела? Она сказала, что она имеет право меня здесь оставить где-то на месяц, 2, 3, что находиться я буду в ее камере, что адвокатов она ко мне не пустит. И напоследок она мне еще добавила, что у нас здесь еще и не таких раскручивали. Надо сказать, что весь разговор я пытался ее как-то троллить, улыбаться, все в этом духе, но когда я вернулся обратно в камеру, настроение было просто жуткое. Потому что она меня так терроризировала где-то, наверное, час. Разного рода вопросами, угрозами. И плюс надо мной теперь еще висела такая вот перспектива сесть в психушку с самыми настоящими психами, к тому же, на где-то месяц, а то и больше. Ну, обошлось это все, в принципе, довольно быстро. На следующий день я уже увиделся с адвокатами, и они меня спасли от этой перспективы и вытащили меня из СИЗО. Очень здорово, что все так получилось, потому что я думаю, что если бы не было какой-то медийности и освещенности в газетах и СМИ, то вполне себе могло бы выйти так, что меня бы где-то там закрыли и закололи аминозином. Ну, не все, наверное, знают, что такое карательная психиатрия. Тимофей Бояркин спрашивает, задавали ли задачки про 2 стула и кидали ли полотенце под ноги. Вообще, такое там довольно редко происходит. Но, естественно, свои местные игрища там есть, потому что людям же скучно, оно и понятно. Например, одному чуваку дали гирю, к слову, гири там делают из пакетов соли, которые связывают в ткань, потому что там нельзя спортинвентарь, к сожалению. И вот дали ему эту гирю, и после этого он обязан был ее носить, потому что, как там было, пидор бросит, пацан носит. Ну, такие вот типично детские вещи. И в том случае, если бы он нашел бумажку, на которой написано, ну вот как бы отгадка, как избавиться от этой гири, то только тогда он имеет право ее сбросить. В ином случае ему нужно ее носить. Ну и еще одна игра. Дело в том, что камера довольно маленькая, и там есть отхожее место, которое, по идее, огорожено. В том случае, если ты за общаком ешь в тот момент, когда кто-то идет в туалет, или если ты идешь в туалет, пока кто-то ест, и при этом не сообщаешь другому об этом человеку, такие уж там местные правила в каждой камере практически, то в этом случае, если ты это совершил, то отныне ты бобер. И да, естественно, там есть процедура разбобрения. Одному человеку у нас, например, не повезло аж дважды. Оба раза он кричал на погоду, то есть в окно, вот, которое зарешоченное всем другим корпусам, что «я не бобер, я не бобер, я не бобер». И вот так вот он кричал примерно полчаса, развлекая людей. После этого все эти люди должны наконец-то спросить его, мол, докажи, что не бобер. Какие у вас пруфы? И человек начинает петь. Ну, спрашивают, как доказать, ему говорят, что спой песню. Он спел какую-то песню про то, что мусора, бля, пидорас. В общем, на какое-то народное творчество. После этого тебя отпускают и говорят, что все, ты не бобер, окей. В общем, да, людям там очень скучно. Какие у тебя профили, что ты не бобер? Песню спеть? Да. Спой. Не подумаю. Женя Попадини спрашивает, что ты там делал. Я не знаю, что я там забыл, но чем я там занимался, это я читал книги, я пытался что-то писать, писал очень много писем, переписывался с разными людьми, знакомился с кем-то, общался, играл иногда в игры, это были нарды, шахматы, шашки. Те же книги, например, было получить очень сложно, я получал их чуть ли не с боем. Это было большой проблемой, потому что там постоянно разносят женские детективы и православную литературу, и постоянно ее же и навеливают. Но кое-как, спустя недели-две, я наконец-то смог достать себе фантастику и научно-популярную литературу, и вот, собственно говоря, ее в основном и читал большую часть своего времени. Крошка Бэмпи пишет, что ты упоминал, что удалось пообщаться с исламскими террористами, расскажи об этом случае. Да, мне удалось, я просто был в боксике перед судом, и там было их целых несколько. Они мне рассказали о том, как их знакомые вербовали людей в ИГИЛ, они мне рассказали о том, как они сами занимались подобными вот непотребствами, и о том, что им грозит. Оказывается, некоторым людям там в одном со мной боксике грозило до пожизненно за терроризм. Один из них даже справил намаз прям при мне в уголке этого маленького боксика, который был забит как
как кильками в банке. И это было все очень необычно. Именно с этим человеком я и пообщался по поводу в целом религии, спросил его, что он думает про Шарли Эбдо, и он мне ответил, между прочим, что, Коран, по идее, против того, чтобы людей убивали. Но ничего конкретного сказать он не может. Притом у него были такие добрые оленьи глаза, что мне прям даже не верилось, что он может кого-то там взорвать. Ангелина Клименко и еще дик до хрена людей почему-то спрашивают, как там можно дрочить в СИЗО. На это я отвечу песенкой Бобби Орнема. Дело в том, что в СИЗО на самом деле нет таких вот чайников. Там есть только кипятильники, они разрешены. И, кстати, вот из этих кипятильников люди там пытаются что-то мастерить. Например, электрические плитки. А они вот там уже запрещены. И за обычную электроплитку, чтобы пожарить себе хлебушка, можно сесть на 5 дней в карцер. Так там все устроено. Ну, а плитку, естественно, изымут. Давайте же попробуем стандартный классический чефир из СИЗО. Нет, не такой. Но все-таки. Знаете, когда вот только вспомнишь этот вкус, хочется кривиться, потому что я его пробовал раз 5, наверное, в СИЗО, и каждый раз ты просто вспоминаешь этот вкус и ходишь, и тебе как-то передергивает. Было не очень. Обычно после этого нужна еще только шоколадки, но у меня ее с собой нет. Жаль. У меня есть пара анонсов. Во-первых, на основном канале скоро будут выходить видеоролики, поэтому подписывайтесь. Во-вторых, на Знаке выходят просто новостные ролики, где я рассказываю то, что происходит в мире, поэтому подписывайтесь на канал Знака по ссылке в описании. И еще одно очень важное объявление. На основном канале в 19:00 по Москве в понедельник состоит стрим, поэтому все приходите. Возможно, будет интересно. Я хочу вам кое-что новое показать, что я прямо сейчас запускаю. На этом все. С вами был Соколовский. Всем пока. Не забывайте там на колокольчик нажать. Всем удачи!